Всем привет! Наверное, все знают такое блюдо, как пирожная картошка. Это пирожное из нашего детства и из детства наших бабушек, дедушек, мам и пап. И сегодня я хочу приготовить эту классику советской кухни, но с небольшой оговоркой. Я буду готовить пирожную картошку с ликером Бейлис. И я еще хочу напомнить, что если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Ну и не забывайте про лайки и комментарии, это очень вдохновляет. Ну что ж, поехали! Первым делом я испеку самый классический, обычный бисквит. Для этого мне понадобится 100 грамм муки, 150 грамм сахара, пакетик ванильного сахара и 4 яйца. Полный рецепт со всеми ингредиентами, как всегда, находится внизу под видео. Первым делом я отделяю желтки от белков. В желтки я всыпаю половину сахара и половину ванильного сахара. И начинаю взбивать желтки с сахаром в пышную пену. Масса увеличилась в объеме, желтки побелели, приступаю к взбиванию белков. Взбивать нужно, как обычно, до стойкой пены. Во время взбивания я постепенно добавляю весь оставшийся сахар. Затем я начинаю аккуратно смешивать взбитые белки с желтками и подсыпаю муку. Все делаю поэтапно, чтобы больше сохранить воздуха в тесте, то есть не сразу бухнуть туда, а все-таки равномерно. Все ингредиенты я уже добавила и теперь перемешиваю лопаткой до однородности, вот так вот снизу вверх. Очень аккуратно, чтобы сохранить пузырьки воздуха. Тесто уже готово. Я беру разъемную форму. У меня 22 или 24 сантиметра в диаметре. Размер не сильно важен, но главное, чтобы испекся бисквит. Смазываю форму маслом и вливаю тесто. Ставлю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30-35 минут. В целом до сухой зубочистки. Ориентируйтесь по своей духовке. Мой бисквит уже готов. Я его освобождаю от формы и оставляю, чтобы он остыл до хотя бы такого слегка теплого состояния. А пока бисквит стынет, я приготовлю крем. Для этого мне нужно 170 грамм сливочного масла комнатной температуры. Обязательно лучше оставить его на ночь перед тем, как вы будете готовить картошку. Я разминаю масло вилочкой вот так и добавляю полбанки сгущенки. Обычной самой сгущенки, не вареной. Взбивать до какой-то супер пышности не нужно, я для этого просто использую вилку. Вы можете использовать и миксер, это по желанию. Далее я добавляю 2 столовых ложки Бейлиза и снова все перемешиваю. Должен получиться равномерный, гладкий, блестящий крем. Бисквит я уже измельчила в блендере в мелкую крошку и добавляю в него крем. Все хорошо перемешиваю в однородную массу. Бисквитная масса готова. Теперь осталось только сформировать шарики и обвалять их в какао-сахарной смеси. Это какао-порошок и сахарная пудра. Я сделала ее 1 к 1, 2 столовых ложки того и другого добавила. И вот таким образом я формирую наши пироженки. Я уже скатала все пироженки, теперь остался последний штрих. Я хочу покрыть их сверху шоколадной ниткой, вот таким образом, просто для красоты и для более шоколадного вкуса. Вот и все, так просто и незамысловато готовится вкуснейшее пирожное из детства. Обязательно попробуйте этот рецепт, на самом деле ничего сложного, простые ингредиенты, которые найдутся под рукой у каждого. Если вам понравился мой видеорецепт, не забудьте поставить лайк, пишите свои комментарии, оставляйте отзывы. А также, если вы еще не подписались, не забудьте подписаться. Всем приятного аппетита! Пока-пока!